Сегодня готовим невероятно вкусные пышные штрудли на кефире. Нежное тесто, сочные свининые ребрышки и ароматные овощи. Такой ужин точно порадует всю семью. Начнем с теста. В миску добавляю 250 мл кефира. 500 грамм муки, добавляем туда пачку соды, разрыхлителя. Перемешиваем. Добавляем одно яйцо и 1 чайную ложечку соли. Перемешиваем. И вводим муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Даем тесту отдохнуть 15 минут. Свиные ребрышки нарезаю небольшими кусочками. Ребрышки я буду на топленом масле. Добавляю 1 столовую ложку. Обжариваем 500 грамм свиных ребер до румяной корочки. Пока обжариваются ребрышки, нарежу лук полукольцами. Две луковицы достаточно. И 1 морковь. Я ее нарезаю как на плов. И обжарились, теперь добавляем лук и морковь. И также обжариваем. Где-то минут 5. Добавляем квашеную капусту. Минут 5 обжариваем тоже. Эту капусту мы сами квасили. А рецепт на нее смотрите вот сверху. В правом углу сверху. Добавляем специи. Добавляем соль по вкусу. Смесь перцев. Смешиваем. Картофель нарезаем вот такими вот слоями. «500 грамм картофеля». Ставим на небольшой огонь и укладываем картофель. Картофель должен быть сверху. Не перемешивать. И пусть на медленном огне пускай тушится. А мы пойдем тестом заниматься. Слегка нужно подсолить картофель. Тесто нужно тонко раскатать. Посыпаем немного мукой и начинаем раскатывать тесто.
Тесто раскатали тонко, теперь нужно слегка присыпать мукой. Ну, чуть больше. И теперь эту сторону нужно на стол перевернуть. Это делается для того, чтобы вот сейчас при сворачивании было легче сворачивать тесто. Сторону смазываем растительным маслом. Мы взяли рапсовые. Ну и начинаем сворачивать. Видите, теперь с той стороны мука была, теперь оно не прилипает к столу и хорошо сворачивается. Вот и штрудель готов. Теперь нужно его порезать на порционные кусочки. Вот примерно на такие кусочки делаем. Вот они такие небольшие. Воду. И добавляем до уровня с картофелем. Ну, вот так вот. Теперь наверх укладываем штрудели. Крышкой, ставим на медленный огонь и тушим 40 минут. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Это очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить. Ароматные пышные штрудели готовы. Смотрите, какое красивое, настоящее, очень вкусное блюдо, домашний рецепт. Картошечка мягенькая. Мясо, ребрышки. Вкусные. И домашняя квашеная капусточка. Что может еще быть лучше? Просто вкуснятина. Попробую штрудель. Тесто вообще великолепное. Вкуснятина. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите, кто как готовит штрудели тоже, это немецкое блюдо. Желаю всем приятного аппетита, всем пока!